Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Добро пожаловать в нашу онлайн-школу бисероплетения на самый первый урок. У нас было уже 2 вводных урока. Мы с вами разговаривали про нитки для бисероплетения. Посмотрите, здесь в подсказках ссылка. Я рассказывала о том, какие бывают нитки для бисероплетения, как мы их используем, в каких случаях. Я же всегда работаю на Toho 1G, и сейчас свой пример я буду показывать тоже на них. И еще у нас был урок, посмотрите здесь в подсказках, еще одна ссылка на урок про то, как выбрать иглы для бисера, потому что не каждая иголка подходит для бисероплетения. Посмотрите эти 2 урока, освежите все в памяти, поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего важного и интересного. И поехали! В сегодняшнем самом первом уроке нашей онлайн-школы бисероплетения мы с вами рассмотрим одну из самых базовых техник бисероплетения, которая называется крестик по-русски или по-английски right angle weave. Но мы будем называть это крестик. Я сегодня вам покажу, как сделать крестик на 2 иголках. Я взяла нитку и вставила каждый конец нитки в иголку. Посмотрите, у меня бисерная нить вставлена в 2 бисерные иглы. Вот так это выглядит. Кончики у нас здесь одинаковой длины. Смотрите, как плетется крестик. Мы набираем на одну иголку 4 бисерины. 3 скидываем вниз, а вот эту верхнюю держим пальчиками и проходим 2-й иглой через эту бусинку в направлении навстречу. Вот так крест-накрест получается, видите? И подтягиваем, затягиваем нашу ниточку вниз, выравниваем наш крестик по центру, затягиваем, посмотрите, получается вот так. Это первый крестик. Чтобы сделать второй, мы набираем на левую иголку 1 бисеринку, на правую 2 и опять крест-накрест проходимся через крайнюю бусинку, вот так вот, опа, прошлись крест-накрест и подтягиваем. Смотрите, у нас получается 2 крестика. Ну, собственно, вот так и плетется крестик. Ничего вообще сложного. Делаем одно и то же действие, повторяем его много-много раз, и у нас получается вот такая вот цепочка. А что можно сделать из этой цепочки? Мы можем сделать кольцо. Например, у меня вот этот грибочек как раз держится на вот такой вот цепочке, сделанной из крестика. Мы можем эту цепочку, крестик, доплести до нужной длины и сделать колечко. Мы можем сделать ее еще длиннее, и получится браслет или чокер. В общем, сейчас ваше домашнее задание такое. Сделайте цепочку, крестик, вот такую самую простую в 1 ряд. Сделайте из нее либо кольцо, либо браслет. И напишите в комментариях, как у вас получилось. Я надеюсь, что да. На следующем занятии я покажу, как делать цепочку крестик широкую, как наращивать ряды и как делать повороты. Давайте я покажу вам, как выглядит цепочка крестик, сплетенная из разного бисера. Посмотрите, вот это крестик я сплела из бисера 15-0 японской фирмы Toho. Вот эту блестящую цепочку я сплела из бисера 15-0 Миюки. Вот эту цепочку мы сделали только что, это бисер размера 11-0. Это тоже бисер размера 11-0, так он выглядит в цепочке крестик. Это бисер 8-0. Уже смотрите, какая большая, масштабная, крупная цепочка. Я еще попробовала, сделала из делики, но получается неровно. Делика, похоже, не предназначена для этого способа плетения. Попробовала из ронделей. Посмотрите, рондели 2-3 мм, выглядят очень классно, сплетенные в крестик. Это жемчуг размера 4 мм, тоже очень классно смотрится. Посмотрите, какое полотно получается, если мы будем брать жемчужины. Ну и это вот жемчуг 3 мм, тоже получается очень красиво. Есть еще вариант крестика на 1 иголке. Я, если честно, его не очень люблю, потому что на 2, мне кажется, плести комфортнее, но вдруг вам такой способ понравится больше. Посмотрите, как можно делать крестик на 1 игле. Смотрите, мы набираем 4 бисеринки, я взяла их разного цвета, но вы можете сделать одного. Подтягиваем их в конец. Проходим через первую бисеринку, подтягиваем, выравниваем бусинки, и у нас получается первый крестик. Дальше мы проходим через вот эту боковую бусинку, проходим через белую,
Набираем еще 3 бусинки и проходим вот в эту беленькую сверху вниз. Подтягиваем. У нас получился еще один крестик. Все, таким же образом мы продолжаем работать. Проходим через одну нижнюю, через боковую и снова набираем 3 бусинки и проходим через вот эту вот выступающую красную снизу вверх. Ну и все, таким образом мы продолжаем плести наш крестик. На самом деле, я думаю, что сейчас становится понятно, почему я не очень люблю этот способ. У меня не получается делать это все идеально ровно. Видите, у меня лично в моих руках бусинки пляшут и не укладываются так, как мне хотелось бы. Они чуть-чуть немножко смещены. Вот так получается крестик на одной иголке. Попробуйте вариант на 2 иголках, попробуйте вариант на одной и напишите в комментарии, какой способ вам нравится больше. Если честно, я предпочитаю крестик на 2 иглах, потому что там больше маневренности и на крестик это все больше похоже. По крайней мере, в моих руках бусинки укладываются более аккуратно и проще делать повороты. Но про повороты мы с вами поговорим в следующем уроке. Подписывайтесь на наш канал, обязательно поставьте нам лайк. Пока-пока!